Привет, друзья мои! Итак, для этого рецепта нам понадобится прежде всего тертый сыр. Он должен быть твердым, и главное, чтобы он был сделан из молока. И тогда у вас хорошо получатся эти корзиночки. У меня здесь грана падано, можно использовать пармезан, а также можно использовать любой сыр, который вам доступен. Итак, вот я сделала 8 корзиночек, и на это у меня ушло примерно 80 грамм сыра. Вот такие они получаются, очень хрустящие и вкусные уже сами по себе. Наполнять их можно чем угодно. А у меня сегодня вот такая идея будет. Значит, у меня здесь немножко промытой и обсушенной рукколы. Можно любую зелень брать. Пара яиц, немножко маленьких помидорчиков. В них мало сока, но много сухих веществ. И они хороши для любых салатов или закусок. Также у меня здесь нарезка колбаски, салями. Можно любую колбаску брать, какую вы хотите. И немного оливок. Тоже оливки любые, главное, чтобы они были без косточек. Кстати, вместо куриных яиц я однажды делала с перепелиными. Тоже было очень красиво, презентабельно и вкусно. Сейчас я нарежу яйца и помидорчики вот так поперек, круглыми ломтиками. И теперь я беру корзиночку, кладу немножко рукколы. Все надо делать по желанию. Количество здесь тоже все по желанию. Одно яйцо кладу, вот ломтик. Немножко помидорчиков. Колбаску я вот так, видите, ломтик сворачиваешь вот так и вот так. И получается как бы розочка. Сюда кладем эту колбаску. Немножко оливочек. Оливки можно нарезать, можно целиком класть. В общем, кому как. Еще немножко помидорчиков, еще немножко зелени. Ну вот, примерно вот так, по-моему, уже симпатично смотрится. Можно еще что-нибудь добавлять по вашему желанию. Все делайте. И сейчас я заполню все корзиночки. Ну и вот что у меня получилось. Вот такая красота. Вот такая вкуснота. Я надеюсь, что вам понравится эта идея. Я сегодня готовлю очень вкусную закуску из цукини, лосося, сыр Филадельфия вот у меня. Также мне понадобится зелень. У меня здесь на итальянском называется эрба чиполлино. Это лук-шнит или лук-скорода. Вы можете брать любой лук и любую зелень вообще. Здесь у меня базилик и перчик и соевый соус вместо соли. Этот лосось немножко подкопченый и соленый. Цукини мне нужно нарезать длинненькими пластинками, которые я буду запекать на гриле, на гриль-сковороде. Без масла и вообще без ничего. Просто их немножечко с двух сторон как бы обжарить, чтобы они просто стали мягкими. И сейчас буду их обжаривать. Цукини слишком долго готовить не надо. Как только они становятся мягкие, они уже готовы. Вот, смотрите, мягенькие, все. Переворачиваешь их, ну, буквально 2-3 минуты с каждой стороны примерно. Уже обжарила цукини, вот такие они мягенькие должны быть. Вот, смотрите, они легко сворачиваются. И с ними можно делать все, что угодно. Берите любую зелень, которая у вас есть. И нарезайте ее мелко-мелко-мелко. И теперь я смешиваю сливочный сыр вместе с этой зеленью. Теперь я добавляю немножко перца. Буквально чайную ложку соевого соуса. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше. Это здесь уже надо брать все по вкусу. Из рыбы тоже нужно нарезать такие полоски примерно
шириной как цукини. Но если у вас не получится, можете просто делать маленькие кусочки. Смотрите, намазываешь по всей поверхности вот этот сыр сливочный с зеленью. Вот так, тоненьким слоем. Кладешь немножко рыбки. И все, и сворачиваешь аккуратненько. Вот один уже готов, видите? И все, потом я буду их укладывать на широкое блюдо и украшать по моему желанию. И потом покажу уже в итоге, что получится. Ну и вот в итоге вот такое блюдо у меня получилось. Вот так я его украсила помидорчиками. Здесь скрутила немножко цветочки из салата радикио. Вот такое большое блюдо получается всего из 2 цукини. Вот мне понадобится прошутто крудо, немножко сыра, черные оливки, салат индивий, бельгийский индивий, немножко петрушки, тут у меня немножко шпината молодого и йогурт греческий. Эта закуска будет на лодочках индивия. Вот этот индивий, качанчик такой беленький, желтенький, желтоватые, если кончики, то он менее горький. Если зеленый, то он может горчить. Его надо будет сбрызнуть соком лимона. Мелко петрушечку и несколько листиков шпината здесь у меня молоденького. Посмотрите, какой греческий йогурт густой. 2-3 ложечки буквально. Больше мне не нужно. И сюда же я добавляю немножечко соевый соус. Вот, киккоман. Это хороший, говорят, соус. И чуть-чуть я для вкуса. Вот этой вкусняшкой я буду заполнять дно лодочек. По 1 ложечке на дно. Если у вас нет греческого йогурта, берите сметанку или какой-то сливочный мягкий сыр. То же самое будет. Раскидываю вот так шпинатик. Можно рукколу, можно любые кусочки любого салата. Вот так берешь здесь у основания, подрезаешь. Вот, видите? И вот так отделяешь. Потом их надо, конечно же, промыть и обсушить немножко. Я беру и на дно каждой лодочки кладу немножко вот этой ароматной зеленой пасты. Вот так, видите? Это очень вкусно. Всем я это советую делать. И вот так я буду укладывать постепенно на все блюдо вот эти лодочки. Вот так. Такое блюдо получилось. Теперь продолжаю украшение. Теперь я ставлю сюда в центр немножко сыра. Вот такие полоски. И теперь я беру ломтики прошутто и сворачиваю из них розочки. Видите, тут сверху полосочка жира. Желательно, чтобы она была снаружи, потому что так розочки смотрятся красивее. Видите, вот такие. И все. И на каждый листик кладем вот такую розочку. Особой премудрости не надо. Вот так, раз, раз, раз. Немножко загибаешь, чуть-чуть. И вот она, розочка еще одна. Получилось. Я еще в центр положила оливки, немножко петрушки. По краям тоже разбросала оливочки. Сейчас еще поближе покажу. Вот так это смотрится вблизи. Вот. Блюдо очень большое. Посмотрите, какое оно огромное. И все это можно сделать всего лишь с одним качанчиком бельгийского индивия, с одной упаковочкой прошутто, несколько оливок, в общем. На самом деле оно экономное, эффектно смотрится, красиво и вкусное, конечно же. Понадобится хлебушка мягенький, вот такой для тостов, мортаделла и сыр. У нас эмменталь. Он уже нарезан пластинками, останется его только выдавить формочкой. Формочку берите любую, можно брать. Вот такусенькие, видите? Это будут основание и верх. Серединка будет из колбаски и сыра. Горчички еще буду добавлять, украшать
помидорчиками, зеленью, оливками, чем угодно. Кроме мортаделлы я еще возьму вот этот копченый лосось. В общем, у меня будут 2 вида закусочек, 2 вида канапушечек. Хлебушка подсушиваем на сухом гриле. Вот так. На сухой гриль сковороде. Такая красота получилась. Это всего лишь пример, как можно оформить фуршетный стол, канапушки, холодные закусочки. Можете еще фантазировать. Это просто идея и примерчик. Готовлю еще одну очень вкусную закуску. Значит, у меня здесь 150 грамм сливочного сыра. Можно любой сливочный сыр. Так, здесь у меня соус песто. Вот. Я беру буквально 2 чайные ложки. Как его готовить, я могу оставить ссылку, но можно и покупать готовый, можно самим готовить, как хотите. Итак, я размешиваю вместе соус песто и сливочный сыр. Получается очень вкусная масса, которой я буду фаршировать ломтики прошутто. Вот у меня такая ветчина, вот, прошутто. Котто, видите, написано. Ну, в общем, это как бекон. Берешь такой ломтик ветчинки, намазываешь его нашей вкусной массой. Вот так сворачиваешь рулетик. Очень просто, легко и быстро. Получилось вот таких 4 рулета. Их разрежу пополам. И теперь каждую половинку я тоже разрежу пополам. И теперь я беру на деревянную шпажку, накалываю или помидорчик, или виноградик. Можно оливочки. В общем, все что угодно. И вот так немножко украсить. И каждый человек будет брать рулетик вот так за эту палочку. И очень удобно. И вот в итоге что получилось. Вот такое огромное блюдо из такого маленького количества продуктов. Очень вкусно и красиво, по-моему. Украсила еще перышками лука вот по бокам. Здесь хлеб для тостов, он у меня с семечками, с добавлением ржаной муки. Вы можете брать любой хлеб, который вам нравится. Вот кольцом я вырезаю такие кругляшки, немножко раскатываю. Сильно не надо, вот так чуть-чуть прижимаешь. И укладываю эти кругляшки в форму для маффинов, которая уже смазана оливковым маслом. И вот так кладешь сюда кругляшочек и формируешь корзинку. Вот так надо прижимать донышко и краешки. Внутри я их тоже промазываю немного маслом, вот так чуть-чуть. И сейчас они отправятся на выпечку. Духовка уже разогрета до 180 градусов, и выпекаться они будут приблизительно минут 8-10. Ну вот, корзиночки испеклись, вот такие они тверденькие, хрустящие, вот так выглядят. И теперь я их наполняю сливочным сыром, можно его смешивать еще с чем-то. В общем, уже на что вашей фантазии хватит, так и делайте. Это всего лишь идея. Вот так я заполню корзиночки сыром, и потом сверху буду украшать. Вот у меня лосось и еще икра есть. Итак, я заполнила все корзиночки сыром. И теперь беру, значит, у нас этот лосось нарезан вот такими тоненькими ломтиками. Если у вас толстенькие ломтики, можете их немножко подморозить и нарезать тонко. Или прямо кусочками сюда сверху. Тоже будет очень хорошо. Если какие-то ломтики широкие,
Можно их вот так ножничками отрезать и делать такой величины, которая вам нужна. И теперь я решила немножко украсить икрой. Вот здесь по краешкам. Так, разбросать по несколько икринок. Ну и вот блюдо готово. Посмотрите, как я украсила. Немножко веточки розмарина, оливочки. И вот наши корзиночки. Я сегодня буду готовить интересную закуску с селедкой. Значит, у меня здесь обычная селедка, филе. Я ее замариновала в большом количестве лука и пара ложек соевого соуса и оливковое масло здесь. Понадобятся оливки, несколько филешек этой селедки, багет. Здесь у меня сливочный сыр, можно любой сливочный сыр брать. Половина огурца у меня здесь, немножко петрушки, кусок сладкого перца. И вся эта конструкция, вся эта закусочка будет сопровождаться отварной картошкой, которую я слегка припущу на сливочном масле. Я нарежу сейчас багет ломтиками и слегка подсушу эти ломтики на сухой гриль-сковороде. Ну вот, примерно вот такими кусочками нарезала, средненькими. Огурчик нарезаю вот такими кругленькими ломтиками по размеру, чтобы как раз на ломтик багета подходило. И перчик тоже нарежу вот так поперек. Ну и вот кусочки багета я уже подсушила на сковородке. Они вот такие снаружи немножко хрустящие, а внутри они остаются мягкими. И каждый кусочек я намазываю вот так сливочным сыром. Кладу сверху кусочек огурчика сначала. Вот так. Потом селедочку. И еще украшаю перчиком и оливочкой, и петрушечкой. Ну вот, примерно вот такие маленькие крошечные бутербродики я буду делать. У меня вот что получилось, такое огромное блюдо из такого маленького количества продуктов. Вот так смотрится, по-моему, довольно симпатично. И эти бутербродики я буду подавать вот с такой картошечкой, отваренной и просто припущенной в сливочном масле с разными специями. В общем, там травки наши разные. И это очень вкусно. Сегодня я готовлю закуску. Итак, для нее мне понадобится. Здесь у меня приблизительно 4 столовые ложки подсушенного кунжута. И здесь у меня отваренный нут, приблизительно 1 стакан. Нут вы знаете, наверное, как варить. Его нужно залить водой холодной на ночь и утром варить до мягкости. Можно купить готовый, вареный в банке. Здесь у меня оливковое масло. Сюда в кунжут добавляю зубчик чеснока, немного оливкового масла, но приблизительно 3-4 ложки, вот так примерно. В общем, все надо делать на глазочек, по вашему желанию. Примерно 1 столовую ложку соевого соуса. И этот вареный нут. И сейчас я буду пробивать это все в блендере до однородной консистенции. Такой крем еще называют хумусом. Ну, это будет примерно что-то такое. В итоге получается вот такая густая паста, очень вкусная. Когда вы будете работать блендером, если будет слишком густо, можете добавлять еще немножко масла и немножко водички, в которой варился нут. Добавлю немного перчика, перемешиваю это все и сделаю так: одну часть этой пасты я смешаю со сливочным сыром, а одну часть оставлю просто так. Сделаю 2 вида. Вот у меня здесь пара ложек сливочного сыра Филадельфия. Все делаю на глазок, все по вкусу. Перемешиваю это все. И получается вот такой чудеснейший паштетик. Чудесная намазка, на что хотите. На любой бутербродик вы можете это намазывать. Итак, здесь у меня сыровяленая говядина. У нас она называется брезаула. Можно взять любую ветчинку сыровяленую, в общем, что-нибудь такое подобное, какую-нибудь нарезочку.
все, что у вас есть. И кладу сюда немножко этого крема, как бы такой небольшой кулечек. И здесь у меня колбаска, тоже нарезка готовая, салями. И второй вид, это уже без сливочного сыра. Берем то же самое, вот так вот скручиваем, как бы кулечек с паштетиком. Теперь я нарезала маленькие помидоры вот такими тоненькими ломтиками и вставляю сюда вовнутрь.